Что делать, если Premiere Pro записать PSPT файлы RVDB Supply Interlace? Для всего нужно выяснить, что RV коробочка, внутри могут быть совсем разные форматы. Это видео действительно проблемы с RVDB Supply Interlace форматами для записанных Premiere TSP видеокассет. Может быть, этот способ поможет с другими авишками, а может и нет. Первый способ. Запоминаем файл импорта RV на файле с папки Premiere 2017 года. Ну и делаем бэкап. Hours later. Так работает, но очень плохо. С медиаэнкодер такое не работает. Но есть второй способ лучше, однако платный он или бесплатный, решайте сами. Здесь выбираем либо все форматы, либо вводим только лагающие у нас форматы. Ну и ставим эту галочку, хотя одно предупреждение все равно будет. Однако есть нюанс, если у вас видео в интересе, то нужно вручную задать его свойства. Иначе будут поросли от интерлейса. Если у вас кассеты в 4:3, то это не делайте. Вот и хорошо, теперь у нас только 25 кадров в секунду. А если нужно сделать плавное видео как в игре, то ставим 60 кадров. Тянем и обрезаем видео заново, и сменять свойства нужно было до перемещения видео на таймлайн. Ставьте эту скорость. И теперь все хорошо, однако скорость видео отличается на 3 кадра от оригинальной, ну и ладненько. Видео рендерится все хорошо и нужно дать рендер привычек аудио и видео. А еще появляется поддержка МКВшек. У меня свойства у файлов прогрессиве не надо. А при рендере нужно указать такие пропорции. На выходе получаем готовый файл, спасибо Adobe, что сделали корректный импорт. Нет. Лайк, подписка и донат будет дело очень рад. Посмотрите также и другие видео на канале.